Здравствуй, мой дорогой зритель. Я рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы с тобой продолжаем изучать Overlord The Fellowship of Evil. В прошлой серии мы с тобой, значит, нашли, где находится второй кусочек нашего сердца бездны. Вот он первый. Второй где-то в Ретавиле охраняется единорогами. Скрафтили классный меч. Который говорят, что там что-то будет. Враги, пораженные этим оружием, подвергаются насмешкам. Вот. Не довелось его испытать, поэтому будем его испытывать. И идем устраивать бойню в Литавиле, чтобы зарядить осколок башни. Вот. При царствовании повелителя глупые крестьяне Литавиля работали, не покладая рук. Теперь они стали жирными и ленивыми. Надо разграбить деревню и вывести их из ступора. Справедливо. Хочешь, чтобы что-то двигалось куда-то, нужно вывести это что-то из зоны комфорта. Немного необычный хаос, да? Мистика. Да. Вот, идем выводить крестьян из зоны комфорта, чтобы им работалось хорошо, работалось качественно, работалось интересно, на благо процветающей Темной Империи. Они трусливы. Там было написано, что синие прихвостни трусливы. Они не трусливы, они тупые. Они стоят и лечат меня вообще в любом случае. Они как раз таки зайки. Ух ты. А чё, 2 телепорта рядом? 3 телепорта рядом. Чуть. Литавильцы слишком расслаблены. Сделайте, чтобы что-то испугать. Ах да, я люблю запах бойни по утрам. Да и в любое другое время тоже. Откуда ты взялся? Не подходи ко мне, злой негодник. Ну, не, зубы, конечно, вообще жесть. Примерно у меня, только у меня они треугольничком, а у нее они в разные стороны. Сказать, я уверен, мы бы с ней нашли общий язык, если бы мне не пришлось ее убивать. Так, ну что же я думаю? А как так я не могу туда попасть? А там овцы. Хочу убивать овец. Уф, какие бесполезные греши. Их, кстати, не рэгдолят. Что очень странно. Кто над ними насмехается, пока непонятно, потому что меч что-то как-то не хочет насмехаться над ними. Терроризировать деревню. Ну, это считается за терроризирование деревни. Они бегут в страхе, испуг лучший способ заставить их бежать. А чё он не умирает? Умри. Ну все. Так, ребята, разбирайтесь, устраивайте террор в деревне. Так, слушайте, ребятушки. А почему я не могу с ними драться? Алло? Может, я не хочу, чтобы они работали, я хочу их просто всех перебить. Они мне не нравятся. И миньоны пытаются их бить, но не могут. Смотри, они истекают кровью. Очень странно и непонятно. Ну что я могу сказать? Зато они научились выращивать какие-то гигатыквы. Помнится мне в Overlord Rising Hell были классные тыквы, которые еще пытались нас сожрать. Да. Энди несут сообщение этим болванам из священного правосудия. Крестьяне. Ну, надеюсь, что не донесут. Господи, у них какая-то антисанитария, крысы. Они реально совсем какие-то аморфно обленившиеся твари, эти ваши крестьяне. Так, немножечко чего-то там. Надеюсь, что были ресурсы для покупки новых пушек, потому что интересно же, как бы, посмотреть. Вот и все. Удалить первым и не задавать вопросов. Никогда. Справедливо. Тем более, что колхозники эти вряд ли обладают каким-то высоким уровнем интеллекта. Вопросы им задавать как бы особо и бессмысленно-то на самом деле. А он... Ага, как же я люблю звуки разбитых надежд и мечтаний. Они вот вроде как ходят с ножами, и вот те вот, которых можно бить, наверное, агрессивные, но что-то они как-то не проявляют свою агрессию.
На самом деле это меня радует. Вот, кстати, очень хорошо, что хорошо сделано в этой игре, это вот исчезание вот этих вот текстурок крыш, когда я подхожу. Почему-то свинья похожа на медведя. Это точно свинья? Теперь мне интересно, как эти свиньи будут выглядеть, если пробегут через луч единорога. Ладно, лишаем их еды, мы помним, что война будет вестись на истощение, скорее всего. Ля, она меня попыталась сковородкой ударить. Что крыса? Так, выгоднее их бить этим ударом, потому что они не падают к рэгдолу и как бы... Она нанесла урон. То есть они все-таки могут за себя постоять, да, хоть как-то. Ладно, возьмем на заметку. Ну, типа, не очень много. Да? Фу, слишком чисто. Давайте наведем здесь бардак. Разбить все. Что он мне указывает, что мне делать? Я сам разберусь, что мне делать. Потому что я не хочу все разбивать. Я себя чувствую каким-то ущемленным. Я ущемился, все. Ущемленный оверлорд. Это вам не это. Ладно, сломаю пару бочек, так шипить. Но это не потому, что он мне приказал. Вот эти вот чудесные забегания на текстуры меня пугают порой. Так, закрылись ворота деревни. Выглядит как засада. Так. И как вы предпочитаете делать это раньше? Ну, я понимаю, что ты не вы. Ну, типа предшествование. В принципе, не важно. Оверлорд это сущность. Мы тебя завалим прямо на месте. Вы знаете, я действительно наслаждаюсь наблюдением, как они это делают. Что это делают? Умирают? Или пытаются меня убить? Если ты наслаждаешься тем, как меня пытаются убить, ну типа, блин, чувак. Ты явно уже не тот старый добрый Гнарл, которого все знают. Да как пробить твой щит? Окей, силовыми атаками он пробивается, в принципе. Быстрые атаки как-то не наносят много урона. А что если очень инертные удары, и он не может сразу начать бить быстрой атакой после того, как пробьет ему щит? А как-то что-то быстрая атака не наносит урона ему даже при всем при этом, кажется. Я считаю, что вот этот вот прикол с боем вот с этими ребятами очень сильно затянут, потому что, блин, а зачем? Ага. Ой, я теперь могу отражать урон? То есть мне нужно было это прокачать? Или как? Или где? Не понимаю. Ну, типа, если я прокачал что-то для того, чтобы отражать выстрелы наконец-то обратно в магов, то это хорошо. Если это была случайность, то это очень грустно. Хотя, с другой стороны, мы прокачивали там что-то связанное с щитом, и я толком не понимал, что именно. Может быть, это то самое и есть. Смотри, он не станлочится полностью. У него проходят иногда удары по мне. Ну, хотя, если успеваю делать удар в момент замаха, то, ну, как бы все равно. Да, он не падает, как рэгдольная кукла. Мне не нравятся эти враги, потому что они не падают по рэгдолу. Ну, типа, а зачем вообще тогда? Плеер 1. И зачем вы мне это написали? Так, огненные маги. Пошел отсюда. Не хочу с тобой разговаривать даже. Ты мне не нравишься. Так. Голубой прихвостень. Лечи меня, лечи. Вот, стало больше здоровья, кстати, и на этом фоне и лечение как-то их прям сильно подубавилось. Поэтому надо озаботиться вопросом увеличения хила от синих прихвостней. Вот теперь имеет смысл, кстати, прокачать то, что
там вот был вариант, типа, усилить их лечение еще больше. Потому что, ну вот, до этого, когда оно не было. Кстати, зеленый прихвостень делает не 2 удара, он прям продолжает драться. И это круто. Это прям очень круто. Давайте, пацаны, несите его. У вас шлемы почти как у них. Он не подозревает, что вы за меня. Все хорошо. Ты за что убил моих хилов, урод? Очень грустно, что синие теперь лечат только меня и не могут воскрешать других прихвостней. С другой стороны, мне кажется, что все они теперь временные, и как бы в этом смысла-то особо нет. Да господи, сколько вас тут? Ну, типа, если бы не мужики с щитами, наверное, я бы не так негодовал, потому что сейчас это просто очень тягомотно выглядит. Из-за вот этих уродов с щитами, которые такие, типа, бра, я буду умирать очень долго. И вот даже сейчас, когда я бью его не в щит, а каждый удар, по сути, проходит, ну, он мигает красным, да, типа, у него очень мало урона, ну, значит, он какой-то очень жирный. И проблема в том, что тут нельзя взять, наверное, какую-то пушку, которая бы хороша была против них. Хотя, возможно, я что-то вот не вижу просто особого смысла, да, особого прикола в этой штуке, которая, типа, делает, заставляет врагов подвергаться насмешкам. Алло, вы будете собирать? Вот. Потому что пока что над ними никто не насмехается, прихвостни как их били, так и бьют, союзники как умирали, так и умирают, и не очень-то понятно, что именно подразумевается под насмешками. Поэтому, возможно, стоит сменить меч на вот этот, который бьет огнем. Пока у этого враги, приверженные этим оружием, подвергаются насмешкам. Ну типа, нет, стоп, стартовое оружие, да. Ну, давайте с шансом поджечь, потому что урон у них, я так понимаю, вообще одинаковый, абсолютно от слова совсем. Пусть хотя бы будет дополнительный урон от огня, это уже хоть что-то. Так, не ломается. Дополнительным уроном от огня будет как минимум поинтереснее. Дело продвигаться. Бля, у них есть система канализации. Ля-ля-ля, пошел ассасинить свинью. Нет, не ассасинить свинью. Она бессмертная, отлично. Что у вас тут? Что вас тут так привлекло? Не понимаю. Надеюсь, что кровь выливалась не из моих миньонов. Мы покажем им, что их сияющее правосудие так же полезно, как шоколадный колпак. Главное, не забудь убедиться, что колпак из шоколада. И на голове. Как же я люблю звуки разбитых надежд и мечтаний. Повторяешься, братан. Это не то, чего мы все ждем от великого Гнатла. От того самого миньона, который каждый раз собирает оверлордов по кусочкам, приводит новых в башню, ранее теперь в бездну, и, так сказать, наводит шухера во все округи, помогает навести шухера во все округи. Так, есть 2 стула. Кажется, на этот сажусь сам. А мать... Ну, тут уже смотря чью, так сказать. Потому что, как бы... Мать не батя, за мать можно и... Вон то, что со свиньей случилось. В смысле она не умерла? Умерла. А я думал, этот меч не ваншотает. Да тот ваншотал. Ну, по-моему, реально у них просто одинаковый урон, но у этого есть шанс поджечь, что будет наносить дополнительный урон. И, ну, это тупо больше value за счет поджигания будет.
что-то какая-то очень пустая локация на самом деле. И напихали кучу врагов на один пятачок, и дальше ты идешь по пустой локации. Запомни зло таким, каким его несет всадник бездны. Я оверлорд, мать вашу. Какой нахер всадник бездны? Почему? Это даже как-то унизительно звучит, не знаю. Ну просто, типа, когда ты пришел быть, типа, повелителем, когда вот это вот Yes, master. а для тебя всадник бездны называют. Тебя чувак, как советник оверлорда, называет всадником бездны всего лишь. Типа... Хотя, с другой стороны, возможно, мы просто как бы плацдарм. Маэстро погрома. Вот, возможно, мы как бы плацдарм для следующего оверлорда как бы расчищаем. И вот 4 всадника бездны создают идеальное, да, так сказать, поприще для нового властелина. Тогда это имело бы смысл. Но в таком случае... Ну это же игра про оверлорда, она должна быть оверлордовой. Не понимаю. А я могу своим огненным мечом поджечь поле пшенички? Ну типа мог же всегда. Ну если пшеница не горит, игра говно. Ну то есть, типа, в прошлых частях я мог сжечь поля, а тут не могу. Какой вообще смысл? Где логика? Вы действительно приняли участие в испытаниях зла? ТМ. Трейдмарочку испытаний зла зарегистрировали, так сказать. Удовольствие смотреть, как вы бьете. Да. Ко мне только на вы, пожалуйста, не всадник бездны, а повелитель. Как-то очень много всяких трейдмарок и копирайтов встречается на самом деле. Потому что, как бы, да, как бы... Вот это вот их CJ Inc. Этих колхозников. Ну, я так понимаю, это что-то вроде там Святое Правосудие Saint Justice, наверное. Так. Вы защитим этих хороших людей от ваших злых помыслов. Вы, блин, сварили невинных слизняков. У кого еще помыслы злые, уроды? Что вам сделали бедные слизни с фермы? Они просто... Да, посмотри, прям, ну, прям гораздо лучше. В счет того, что этот меч стоил типа 50, который с насмешками, а вот этот, который меня сейчас бьют, 10 монеток. И я прям ощущаю, что я зря потратил 10 монеток. Я... Ну так вот, как бы, немножечко скептически, конечно, отношусь к этому, но я надеюсь, что, как бы, в перспективе, возможно, будут враги, которые будут иммунны, там, допустим, к огненному урону, и нужно будет брать какое-то другое оружие. Но, учитывая то, как тут сделаны босс-файты, то, как тут проработаны многие вещи, типа... Не знаю, типа того, что я могу там по текстурам убежать куда-то, и боевка, и вот это вот все. Отношение к оверлорду, управление прихвостнями, негорящая пшеница. У меня такие вот мысли закрадываются, что может быть все будет не так уж и радужно. Так, окей. Какая сладкая резня. Ах. Да, резня сладкая. Так, слушай. А где новые враги? Не будет? Отменять сделали? Таксист не довез. Заказ отменили, видимо, да, их служба телепортов накрылась. Ну и ладно. А бойня, как вы устраиваете, вызывает счастливую слезу из моего седого глаза. Главное, что седой только глаз, который на лице. Ну, мама всегда так говорила. Вот, собственно. Злом разрушения, прорыв всадника бездны.
У меня миньон. Жалко пацана, что могу сказать. За что текстуры беспощадные? Слава богу, что я пока не застрял в текстурах, я так думаю. Паразите, где это особенно больно. Я знаю, куда эльфам будет особенно больно. И это не то, о чем мы подумали, потому что туда им как раз таки не больно. Так. А я могу по вот этой вот тыквенной переправе перебраться? А зачем она тогда здесь? Вообще неплохо раньше как бы ходил, ну, по коленку в воде. Когда было много воды, это, ну, Мы услышали крики наших людей откликнулись. И чуть-чуть спутались голоса немножко. Как бы, так, получай. И ты тоже туда же, давай, братец. Давай, добейте его, ребятушки. Он убил хотя бы одного? Надеюсь, что нет. Так, окей, в принципе, с магами мы справились. Остальное не так уж важно. Я прям ощущаю, что я хочу лут, а мне его не дают. Ты, откуда вы такие молодые, красивые? А ну. Сила рэгдола, так сказать, осенит вас. И как в тех песнях из старых книжек, что под тенью его будешь безопасен. Книжка очень старая, читать не советую. Хотя, вот так, ради забавного экспириенса можно. Не буду указывать автора, я думаю, вы поняли, о чем я. Так, а тем временем... А подожди, а вот это уже вроде как бы не эльф. Вот этот бородатый мужик похож на человека. Экстравагантно блестящих что-то там. Просто как бы... Я вот что не могу понять. Почему вот эти вот самые эльфы бездны, которые там были такие вот, типа, все из себя около проклятые ребятки, как будто тусят вместе с людишками в Летавиле. И как бы несут там добро, мир, процветание и вот эти вот все вот приколы людям. Плюс ко всему освещают землю. Ну потому что выглядели они так, как будто они прокляты. Мне не очень понятно, как вообще в принципе люди начали взаимодействовать с этим. Лечи меня, хватит, все, бочки нет. Бочки это иллюзия. Лечи. Полечи меня. Немножечко постоим, полечимся, посмотрим, как мило ходят крысы. Мы дали им шанс на новую жизнь, чтобы с ним не случилось то же самое, что случилось со слизнями. Потому что если эти уроды... Нет! Крыса, нет! Не смей тонуть! Посмотри, все твои родственники против этого. Она что, топилась? Ладно, не будем... Твою мать, они там все утопились. Ладно, не будем о грустном. Пойдем дальше. Там, так сказать, 18+. Без смс-регистрации крысы топятся. Ага. Гоу. О, чу-чу-чу. Очень всегда как-то неожиданно начинаются эти этапы. А где? А вот. Я уже вряд ли успею. Это да, первоклассная резня. Ну, в общем-то, не успел. Не получу вот эту штуку. Зачем эта штука нужна, мне не очень понятно до сих пор. Ну, как бы и ладно. Я думаю, что без нее обойдемся. Ля, они устроили сожжение символов зла. А зачем вы жжете вместе с этим свою посуду, мебель? Странные людишки, конечно. Ага. То есть вы мне предлагаете еще вот сюда вот забегать. Не, ну это, наверное, был неверный маршрут все-таки. Да, наверное, стоило типа вот так вот бежать. Хотя, по-моему, он там дает что-то в районе плюс 3 секунд. Возможно, это... Впечатляющий погром.
Вот, возможно, я бы выиграл больше времени, забежав туда, но это не точно. Ладно, в любом случае, возможно, потом, когда-нибудь... Смотрите, как они бегут от вас. Вот. В любом случае, когда-нибудь потом можно будет все это дело повторить, если вдруг захочется. Очень жалко свиней, но они очень смешно горят. Получается бекон. И очень жалко, что как бы вот нет особого смысла, наверное, в этом. С другой стороны, возможно, это идет как бы в прогресс задания, да, счетчик. Хочу подбирать эти кристальчики, вот они вроде ничего мне не дают уже, да, но как-то они меня раздражают своим видом, что он висит. И такой, типа, подбери меня. Я предмет. Так. Что это такое? Вы хотите мне сказать, что... А, подожди, ладно, это моя линия финиша. Наверное, это приколы из бездны все-таки приехали. Я уже было начал думать, что это местные занимаются это похабной некромантией. И что? Вот зачем было делать это ответвление? Хоть бы сундук в конце поставили. Так, это путь явно куда-то, куда мне нужно. Давайте глянем, что здесь. Здесь разрушен мост. Здесь ужасно гигантское дерево, которое, конечно же, нельзя перешагнуть, поэтому идем в форт. Остановитесь вы, ребята, бро! Атака во имя зла! Ладно. Атакуем во имя зла. Это очень борзый. Возможно, я, типа, раньше не замечал, что он так же кучеряво базарит, как бы, со мной. Не знаю, почему я этого мог не замечать, но, возможно, просто не обращал внимания, что, ну вот, точно так же он общался с нами и во всех предыдущих частях. Типа, память может подводить, так сказать, но, блин, я себя вот реально чувствую каким-то посыльным. Так, ребятушки, выходим. Ага, невидимые стены, отлично, прекрасно. Куда-то исчез зелененький, ага, вот он. Окей, получается, идем дальше. Крушить, крошить, убивать, линчевать. Восстанавливать мировой порядок и баланс. Да, чтобы выводить, так сказать, всех из зоны комфорта. Чтобы все было снова хорошо. Чтобы у них был повод стремиться к тому, чтобы быть добрыми. И все у них было просто великолепно. Я же как бы не только для себя стараюсь на самом-то деле, да. Не только хочу, чтобы вот зло восторжествовало. Нет. Да, посмотрите. Они перестали заниматься всем. Они варят, блин, рагу из слизней. Они вообще ничего не делают. Смотрите, какие жирные. Вы помните крестьян из первой части Оверлорда? Они худоща... Вот я, возможно, прилеплю какую-нибудь картинку, чтобы вы понимали, насколько они пожирели сейчас. Они были такими худощавыми работягами, но в них была гордость. Ах, сладкие звуки террора. Кайф, да. Вот. Но у них была гордость. Они сражались за свои поселения, они убегали вот так вот, как трусы. Да, то есть, как бы... Я же хочу вернуть им вот эти вот моменты того, когда они были классными ребятами. Я же не просто хочу их всех тут вырезать, устроить террор, потому что мне так хочется. Нет, отчасти, конечно, и поэтому. Но это не основная цель. Продвигайтесь вперед, задних без. Ну, конечно, не назад бежать. Ты же сказанул. Так, окей, я предлагаю выйти вот куда-нибудь сюда, уронить вот этих ребят. Из него выпал камушек. Давай. Уроним вот этого парнишу. По-моему, он сейчас ударил сквозь текстуру. Мы такого, конечно же, не одобряем. Потому что проджектайлы не должны такого делать. Так, окей. Маги. Вот, ну, типа, отвратительнее магов в этой игре оппонентов пока я не встречал. Не, ну, конечно, вот эти ребятки с щитами, которых нельзя убить, но мы, кажется, нашли на них управу. Огненный меч. Он довольно неплохо с ними справляется. Так, молодые, красивые, идемте за мной. Что тут у нас? Выглядит как арена для битвы с боссом, но, по-моему, ее тут не намечается, и потому что мы сделаем вот так.
А что, я и этого тоже убил, типа? Окей. Так, ладно, призываем просто сейчас прихвостней на полную, чтобы синие нас лечили, зеленые их били. Чтобы просто побыстрее все это дело, собственно, закончить. Теперь, кстати, ладно, он стреляет в прихвостней. Я хотел попытаться поотражать его выстрелы, посмотреть вообще, что оно да к чему. Ну, кажется, он все. Ты все? Кажется, все. Смотри, вроде даже прихвостни не пытается бить текстуру, в которой он застрял, поэтому, наверное, он все-таки все. Я понял, просто нужно постараться закинуть ребятушек в текстуру, и тогда все будет просто отлично и великолепно. Да. Тогда это стопроцентный ваншот даже уродов с щитами. Типа окей. Ну, просто раньше они там еще как-то, я помню, в прологе пытались, цеплялись за жизнь, там за стены, и все было хорошо. Ну да и ладно. Это не то, чтобы очень обидно. То, что мы нашли способ их легкого убийства. Не жалейте меч, это лишь дразнит их. А я вроде как не жалел. Да как-то... Вот такие высказывания очень унизительно звучат, как будто я вот что-то я не так делаю. Как будто я слишком плох. Так, окей, какой-то большой дом. Так, сломать, убить и уничтожить. Ладно, давайте ломать, бить, уничтожать. Тут ничего нету. А заодно, собственно, я предлагаю пособирать Лутецкий. Потому что сундучков, кстати, на этой локации довольно много. И меня это очень сильно радует. Мы получаем ресурсы для... Да за что они умирают? Это просто исчез. Вот мы получаем ресурсы для прокачки себя любимых, ресурсы для улучшения орудий. Ага. А там что было? Ну, то есть это, я так понимаю, верный путь. Right way, так сказать. А тут... А, там забор, да? В горле пересохло. В горле пересохло. Надо попить. Водичка, допинг. Прошу прощения, но как бы да. Нужно было это все сделать. Вот. И, собственно, вот это у нас правильный путь. Терроризировать деревню. Слушай, это очень большая деревня, на самом деле. А в прошлых частях я негодовал из-за того, что деревни там и города были маленькие, а вот, да, изометрическая проекция позволила, видимо, сделать деревню гораздо больше, и, как по мне, это круче, потому что, ну, деревня не может состоять там из 3 домов и таверны, ну, как мне кажется. Ну, что там, живут, ну, условно, там, 20 человек, не знаю, всего, да. По-моему, это, ну, не должно быть так. Учитывая, в принципе, владения вокруг деревни, потому что там обычно какие-то гигантские поля, и вот это вот все. Типа, ну, ты как-то ждешь чего-то больше. Я понимаю, что семьи были большими, условно, да, там в средневековье, там по там, 10 детей в семье, но в то же время, мне кажется, они не прям такие большие, чтобы вот прям всего лишь 3 дома и все это, вся деревня. Так, тут мы все пошли, я правильно понял? А зачем я вернулся? Зачем-то, непонятно. Ну и ладно. 43. О, мы можем, кстати, возможно, сможем купить новый меч. Посмотреть на что-то более симпатичное, да? Потому что меч вот этот излучающий насмешки, ну, что-то как-то не зашел. Что-то как-то непонятен он мне от слова совсем. Возможно, стоит... Разбейте несколько вещей для меня. Да, конечно, братан. Обращайся. Там звони по телефону, там бездна телекоммуникейшн. Я там на проводе всегда свинюшку жарить, халяль будет. Покушай. Случайно разыгралась
секретная карта «Чеченская кровь» и акцент «Попёр всех щелей». О! Я люблю запах бойни по утрам, да и в любое другое время. Слушай, он повторяется. Он повторяется, и на фоне этого, мне кажется, что как бы не подразумевалось, что я буду заходить в каждый дом, чтобы все это дело лутать. С другой стороны, ну как бы, блин, хочется удостовериться, что как бы вот эти все механики не зря. Это просто первоклассная резня. Вот, потому что, ну как бы, разработчики же делали, они уделили этим механикам время. Очень большие пустые да, как бы, места порожних, скажем так, пробегов в этой локации. Ну, то есть, как бы, да, суть-то что ты ходишь, разоряешь деревню, но я думаю, можно было бы тут накидать боевых этапов по пути, допустим, хотя бы тех же самых. Уничтожили и раздавили почти все. Отличная работа. Да, я тоже думаю, что я уничтожил, раздавил и разорил почти все. И то, что это отличная работа. Вот, и как-то, ну, как бы ты такой, типа, бра... Вот что это было? Конец вообще какой-то, типа, вялый. То есть, типа, очень много всего ты встречаешь, да, как бы по пути, по сути, да, в боевых этапах очень много юнитов встречается сразу. Типа, прикольно, конечно, но между ними очень большие пустые отрезки, когда ты такой просто ходишь по домам, что там ищешь лут условно. Довольно впечатляющее разрушение. Вы действительно вошли во вкус, не так ли? До вас войска сражались быстрее. Они использовали 2 R. Разгром и рвение. И я думаю, что нужно устроить резню с их любимыми животными. Барашки. Карта покажет вам, где атаковать и что делать. Ну то есть теперь мной командует еще и карта. Я понял. Так, я предлагаю купить меч. Купить меч, который ядовитый. Вот этот вот, да? Да. Что здесь еще есть? Шокировать врага. И я думаю, что, ну, как бы, рэгдола достаточно. Украсть здоровье прикольно, но зачем? Хотя можно и взять. Но отравить врагов звучит круто. Ну, я как бы не знаю. Мне кажется просто, что меч за 50 должен наносить больше урона, чем меч типа за 10. То есть, ну, как бы меч за 50 с отравлением, наверное, будет лучше, чем меч за 10 с поджиганием. Но это не точно. Ну, просто к слову, вот на текущий момент, да, если смотреть, все мечи, которые были у этого, выглядят гораздо более кошерно, скажем так. Ага. Гораздо менее кошерно, вернее, вот, который мы купили за 50, все мечи, выглядят гораздо менее кошерно, чем меч за 10, тот огненный. Зал злодея. А нету никакого трона. Может, я хотел бы позаниматься оформительством крепости. Это очень грустно. Давайте попробуем что-нибудь прокачать. Посмотрим вообще, в принципе, можем ли мы. Мы не можем. 130. Коса бездны. Ваша огненная коса будет наносить значительно больше урона. Это будет приятно, конечно, но... Да что? Не хочу. Это будет, конечно, очень приятно, но не то, чего бы я прям хотел. Наверное. Хотя... Окей. Вот меня все-таки очень угнетают эти гробы в одиночной игре, потому что когда ты играешь один, эти гробы выглядят не так, как будто, ну, возможность, да, для того, чтобы твои друзья зашли, а возможность быстро тебя потом заменить, если вдруг ты как бы не оправдаешь ожиданий. Больше урона в битве. И... стоп, Хотел прокачать синих, случайно прокачались бурые. Прекрасно. Ну, ладно. Хотел прокачать синим больше исцеления, потому что теперь у нас больше здоровья за счет того, что мы прокачали, да, там нашу статую. И как бы, ну, это дело такое, они теперь лечат не так классно, как лечили до этого. Так, сколько у нас времени? 40 минут. Что вы думаете? Я думаю, что... Не пойдем мы, пожалуй, пока что в следующий акт. А на этом пока что мы закончим. Вот.
Все ссылочки в описании, все, куда можно подписаться, можете подписаться, потыкайте, там вот прикольные гиперссылки, потыкайте, там посмотрите, что там есть, в принципе, там бывает что-то да интересное случается. Также попрошу вас подписаться на канал, поставите лайк, если оно вам нужно, жмакните колокольчик, чтобы вот эти вот уведомления там приходили, вот это вот все, да, а также обязательно комментируйте видео. Делитесь своими впечатлениями о нем, делитесь о том, делитесь тем, что вам не нравится в этой игре, что вам нравится в этой игре. Вот. И до скорых встреч. С вами был Гример. Удачи.